Как уменьшить потребление соли? Сегодня я хотел бы дать вам несколько советов по приготовлению пищи. Да-да, вы не ослышались. И советы по питанию вне дома, а также по покупкам в магазинах и даже о ресторанной еде. Надеюсь, эти советы помогут вам снизить употребление соли, сохраняя при этом вкус еды. Снизив слишком большое потребление соли, то есть хлорида натрия, вы сможете предотвратить такие состояния здоровья, как высокое кровяное давление, болезни сердца и инсульт. Но полностью исключать соль из рациона нельзя, так как натрий нам необходим для здоровой жизнедеятельности организма. Всемирная организация здравоохранения рекомендует общую норму потребления соли не более 2 грамм в день для взрослых. Это примерно 5 грамм поваренной соли. И нужно сказать, что это общее количество соли в день, включая продукты, в которых она содержится. И хотя сейчас уже многие люди хотят снизить потребление соли, чтобы предотвратить негативные изменения в организме, около 65% соли, которую мы потребляем, поступает из упакованных, обработанных и ресторанных продуктов, что затрудняет ограничение соли до полезных пределов. Поэтому лучше уже сейчас начать вносить здоровые изменения в свой план питания. А давайте выясним, как можно уменьшить потребление соли и в то же время сохранить вкус еды. Какие изменения нужны, чтобы не допустить повышенного потребления натрия? И если вы досмотрите ролик до конца, вы узнаете о том, как обезопасить себя и свою семью от избыточного потребления соли. Так что присаживайтесь поудобнее, досматривайте видео до конца, и я надеюсь, что вам будет очень полезно и интересно. Ну что, поехали? Кстати, друзья, чем больше лайков и комментариев набирают мои видео, тем лучше YouTube продвигает их, а значит, тем больше людей смогут узнать эту полезную информацию. Поэтому ставьте лайк, делитесь этим видео с близкими, им тоже будет полезно знать эту информацию. Ну а если вы еще не подписаны на мой канал, жмите кнопку подписаться, так вы сможете получать еще больше полезных советов. Многие люди всегда знали, что большое количество хлорида натрия, попростому говоря соль, поступает из упакованных, обработанных и готовых пищевых продуктов. И тем не менее, во многих семьях дети и взрослые уже страдают от такого нездорового питания, потребляя очень много соли из продуктов питания и еще добавляя дополнительную порцию соли к своей еде. Современный человек съедает около 12 грамм соли в день, что превышает норму в несколько раз. Любители побольше посолить свою еду зачастую даже не знают пределов здоровой нормы потребления натрия в день. Именно поэтому снижение потребления соли очень важно для всей вашей семьи. Вы можете предотвратить такие состояния здоровья, как высокое кровяное давление, болезни сердца и даже инсульт. Что вы можете предпринять для себя и своей семьи? Продуктовые магазины. Сейчас продается очень много продуктов с высоким содержанием натрия. И покупка продуктов питания – это стартовая точка для определения количества соли, которую едите вы и ваша семья. Читайте этикетку на обратной стороне товара. Я бы очень хотел, чтобы вы были более подкованными и разбирались в ингредиентах, указанных на этикетках. Вместо того, чтобы брать первый приглянувшийся вам товар с полки, посмотрите на этикетку на задней стороне продукта. Чтобы сравнить их пищевую ценность, посмотреть состав, не обращая внимания на рекламу. Так как производители зачастую помещают на лицевой стороне упаковки действительно вводящие в заблуждение маркетинговые уловки. Например, органический или не содержит консервантов или экопродукт. Только вот в чем дело. Это не обязательно означает, что перед вами продукт с низким содержанием натрия. Найдите нужные продукты. Согласитесь, проверка этикеток каждого продукта во время покупок может занять много времени. Но это можно сделать за несколько раз и найти нужное. Выбирайте продукты с низким содержанием соли. А еще немного поэкспериментируйте с продуктами, которые вы часто покупаете или готовите. Ведь соусы для пасты или закуски бывают очень разнообразны. Найдите свои варианты с меньшим содержанием соли, которые в итоге вам и понравятся. Дневная норма натрия. На самом деле, такое питательное вещество, как натрий, можно учитывать двумя способами. Во-первых, количество натрия в миллиграммах, например 100 мг. Во-вторых, процент дневной нормы, например 10%. Это поможет вам подсчитать, сколько один продукт содержит соли из дневной нормы. Вы можете придерживаться общего правила, чтобы было легче. Если продукт содержит 20% или выше от дневной нормы, то этот продукт с довольно высоким содержанием натрия. Попробуйте продукты с низким содержанием соли. Многие производители не маркируют продукты так, с низким содержанием соли, хотя в них мало или очень мало соли.
соли. Производители не делают этого, потому что люди часто думают, что без соли это безвкусно. На самом деле, многие продукты питания с низким содержанием соли имеют приятный вкус. И продукты с низким содержанием соли есть, просто производители не всегда используют это в рекламных целях. Поэтому вы, возможно, мало об этом слышали. Ограничьте или исключите сильные источники натрия. Это зачастую замороженные первые и вторые блюда из супермаркета, хлеб, купленный в магазине, а также мясные продукты и мясные деликатесы могут содержать значительное количество натрия. Избегайте видимой соли. Соленые крендели, соломка с солью или картофельные чипсы с морской солью. И так кричат вам: мы с солью. И даже этикетку не обязательно читать, чтобы понять, это соль в значительных количествах. Кстати, друзья, а вы знаете, сколько соли сегодня съели лично вы? Следите вы за этим показателем? Напишите в комментариях. Цельные продукты. Начните покупки с отдела фрукты и овощи, которые от природы содержат мало натрия и содержат полезный калий. Ешьте больше овощей и фруктов. Сокращение употребления соли в домашних условиях. Готовьте дома, ведь ваша собственная кухня и кладовая – это пограничный контроль и пункт пропуска для соли. И это позволяет вам контролировать количество соли, которую вы добавляете в пищу. Приправить, но не посолить. Постарайтесь получше укомплектовать свой набор для специй, и тогда приготовленная вами еда никогда не будет безвкусной. Ну а если вы начнете получше разбираться в специях и травах, начнете больше добавлять кислых ингредиентов, таких как сок лимона и бальзамический уксус, то это позволит вам и приправить, и придать вкус еде, не добавляя при этом соли. К примеру, куркума. Она может принести вам и вашей семье дополнительную пользу для здоровья. Щепотка вместо ложки. Добавление щепотки соли вместо всей чайной ложки, как того требует рецепт, это самый простой способ уменьшить количество соли. Кислое. Представьте, вы приготовили блюдо, но чего-то не хватает. Оно невкусное, безвкусное. Забудьте про солонку. Часто блюду просто не хватает кислинки. А это значит, что можно выжать чуточку лимонного сока или, к примеру, немного уксуса добавить. Зачастую это помогает сделать вкус и ароматы блюда ярче и очень похоже на то, что делает соль. Вкусняшки. Попробуйте сделать свой домашний попкорн. Так вы получите здоровую закуску из цельнозерновых продуктов. Ешьте фрукты и овощи в качестве закусок. Смешивайте орехи с фруктами. Орехи являются отличной закуской. Просто следите за содержанием соли. Ведь орешков сейчас большой ассортимент. От несоленых до сильно соленых. А если вам очень хочется чипсов, то чтобы съесть, но меньшую порцию, нарежьте и съешьте немного сельдерея. Таким образом вы смешиваете чипсы и овощи и все равно хрустите. Калий. В отличие от натрия, увеличение количества калия в нашем рационе фактически снижает риск высокого кровяного давления, сердечных заболеваний и инсульта. Нам действительно нужно сосредоточиться на том, сколько калия мы употребляем, потому что натрий и калий работают вместе в нашем организме. Фрукты и овощи богаты калием. Диеты. Изучите диеты или планы питания с низким содержанием соли. Соблюдение определенных диет и планов питания поможет вам контролировать уровень натрия. К примеру, DASH-диета. DASH-диета, которая выступает за диетические подходы к борьбе с гипертонией, является отличным выбором. Средиземноморская диета отличается умеренным содержанием натрия. Она тоже подходит. Она основана на цельных продуктах с минимальной обработкой. Следите за солью во время еды. Сегодня вы поели не дома, или, быть может, вы заказали доставку еды. Помните, друзья, блюда в ресторане легко могут содержать скрытый натрий. Так что же надо делать в таком случае? Посетите сайт ресторана заблаговременно. Зачастую крупные сетевые рестораны, конечно, указывают количество калорий прямо в меню, но все же вам лучше немного изучить информацию о питательных веществах, таких как натрий, и узнать про насыщенные жиры. Тем более, насколько мне известно, рестораны не обязаны указывать содержание веществ в блюдах, так что вам, возможно, придется изучить вопрос о конкретном блюде другими способами. Порция. Будьте внимательны по отношению к размерам порций в ресторане, как в целом, так и для ограничения соли. Шеф-повар в помощь. Поговорите с персоналом кафе, в котором обедаете. Опытный шеф-повар или официант может порекомендовать вам блюдо с низким содержанием соли. Попросите не добавлять заправку и соусы. Попросите подать заправку отдельно, а не смешивать с салатом на кухне.
Это поможет вам контролировать потребление соли. Или вы можете попросить бальзамический уксус и масло, чтобы самостоятельно приготовить простую заправку для своего салата. Соусы в ресторанах могут быть с высоким содержанием натрия. Контролируйте этот нюанс. Пицца. Ешьте меньше пиццы. Там соль везде. Она и в корке, она и в соусе, она и в начинке. Ее может быть очень много в пицце. Друзья, самый хороший способ контролировать уровень соли, уровень калорий, насыщенные жиры и соответственно свое здоровье – это готовить дома. Научите свои вкусовые рецепторы отказываться от соли. И как было бы замечательно, если бы вы осознали, что еда без соли тоже вкусна, что соль можно заменить полезными специями, травами, приправами, лимончиком. Друзья, научитесь любить еду такой, какая она есть, не маскируйте ее солью. Как мы видим, сократить потребление натрия все-таки не так сложно. И употреблять соль в разумных количествах все-таки тоже нужно. Скажу откровенно, для меня до последнего времени это прям проблема была. Я солил, не пробовал. Теперь я все знаю и делюсь этой информацией с вами. Кстати, друзья, я хотел бы задать вам вопрос. А напишите в комментариях, как у вас обстоят дела с солью. Пробовали сократить потребление соли? Может быть, вы уже давно потребляете только нужное количество соли? Поделитесь, расскажите, как у вас проходит. Будет интересно. А сейчас я вам очень рекомендую посмотреть другое мое видео, где я рассказываю о том, почему нужно отказаться от сахара и какой вред есть от сладкого. Посмотрев его, вы узнаете, как за 8 шагов отказаться от сахара. Это очень любопытно. Так что обязательно его посмотрите. Ссылку я оставил в описании. Ну а если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы получать еще больше полезной информации. До встречи!